Добрый день, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Приготовим очень вкусный тертый пирог, но не совсем обычный, а с очень вкусными дополнениями. Так его пекли в нашей семье. Хочу поделиться с вами таким простым, но в то же время очень вкусным, изысканным рецептом. В описании под видео указано количество ингредиентов. Пирог, кстати, получается просто волшебный. Нужно попробовать обязательно всем. В миску я просеиваю муку вместе с разрыхлителем. Сразу все количество. Далее добавляю соль и сахар. И также пакетик ванильного сахара. Перемешиваю все сухие ингредиенты. Сюда выкладываю сливочное масло, неважно какое, можно с холодильника, можно обычной комнатной температуры. И быстро все вот так вот перетираю руками в крошку. Однородности особо добиваться не нужно. Далее вбиваю сюда одно яйцо и вмешиваю его вилкой. Затем добавляю молоко. Количество молока может немножко отличаться. Смотрите, тесто должно просто собраться в один комок. Если видите, что суховатое, добавьте еще столовую ложку молока. Долго не замешиваем, собираем и затем делим. Но не пополам, а так, чтобы одна часть была немного больше другой. Тесто кладу в полиэтиленовые пакеты, либо в пищевую пленку и вот так вот распластываю, чтобы оно быстрее замерзло. Мы его будем класть в морозилку, и там оно должно полностью замерзнуть, чтобы потом было легче натирать его на терку. Теперь приготовлю начинку. В миску выкладываю творог, нужно брать вкусный, жирный. Добавляю к нему яйца, сахар и ванильный сахар. А также, чтобы начинка не потекла, добавляю сюда манку, либо можно заменить на крахмал. И погружным блендером перетираю все до однородности. Масса должна получиться без комочков и воздушной. Форму, в которой буду запекать, выстилаю пергаментом. Беру больший кусочек теста и натираю на крупную терку. Далее вилкой распределяю примерно ровным слоем, но утрамбовывать не нужно, чтобы пирог получился такой рыхлый, воздушный. Затем сверху выкладываю всю начинку, распределяю. В этот пирог можно использовать любые ягоды или фрукты, также замороженные или свежие. У меня сегодня свежая малина. Я ее выкладываю сверху на творожную начинку. Теперь беру из морозилки меньшую часть теста и тоже натираю на крупной терке. Распределяю вилочкой, опять ничего не утрамбовываю, просто так, чтобы тесто покрыло все ягоды. У меня духовка к этому времени разогрета на 180 градусов. Пирог нужно ставить в горячую духовку примерно на полчаса. В моей духовке пирог выпекался 35 минут, ему нужно дать полностью остыть, а затем уже я его переложила на доску. Убираю пергамент и нарезаю порционно. Посмотрите, какой красивый пирог получается. Это одна из разновидностей тертого пирога. Как знаете, да, мы всегда делаем просто с каким-то повидлом, вареньем. Тут, конечно, бесподобное дополнение из этой творожной прослойки, плюс ягоды, очень вкусно с черной смородиной, ну вообще с любыми ягодами. Обязательно, друзья, попробуйте, напишите свои отзывы в комментариях. Это очень простая, домашняя, идеальная выпечка к чаю. Всех благодарю за лайки, просмотры и подписку. Желаю вам мира и добра. Пока!